Всем огромный привет, меня зовут Анна, это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Ну что, начинаю свой недельный влог и хочу показать процессы, с которыми я пойду в эту неделю. Конечно же, хочется летний месяц, сегодня уже у нас 2 июня. И хотелось бы, конечно, повязать летние, да, изделия, но у меня есть зимние, теплые. Вот, пока не так жарко, хочу их, девочки, продвинуть. Буду вязать по кубикам, вот, но список я не подготовила пока, потому что я пока еще даже не знаю, что буду брать, честно. Наверное, сейчас кубики-то покидаю, вот напишу процесс 1, 2, ну, я вот так вот навскидку вижу, сколько у меня тут процессов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, на 6 замахнусь, 6 процессов, и я на каждый процесс буду кидать кубики. И потом вот здесь вот запишу. Потому что будет видео, пересмотрю, девчонки, и потом запишу, чтобы ваше время, да, не затягивать. Ну, давайте, самое первое, что хочу взять, я хочу продвинуть вот мою лапопейсу. У меня остался рукав довязать. Один рукавчик у меня полностью связан. Я могу, конечно, маркерок здесь поставить. Но, в принципе, что его ставить-то, да? Маркерочек, вот он. Вот так поставим. Ну, пусть будет. Обозначу начало движения. Начало движения рукава. Вот, нашла же, да? Словосочетание такое интересное. Так, здесь маркер я сниму. Здесь он мне не нужен. Здесь он мне не нужен. Вот. Так что это у меня будет первый процесс. И на него нам что тут в кубике говорят? 3 часа. Такое ощущение, что троечка меня преследует. Так, первый процесс будет у нас 3 часа. Я его потом запишу, как я вам говорила. Так, второй процесс у меня будет обязательно жилеточка. Да, хочу ее повязать. Мне кажется, что она должна связаться быстро. Второй процесс. И что, про него нечего тут рассказывать. Все про него уже знают и видят. Но хочу, девочки, понимаю, надоело, может быть, своим однообразием, но нужно двигать его. Это все. Так, телефон благополучно сел. Слушайте, девочки, тот телефон благополучно сел и будет заряжаться очень долго, поэтому я взяла другой. И вот такие кубики быстренько скачала. Смотрите, как они работают. Вот так нажимаешь, и они вот так раз-раз, все, показывают сколько. Ну, давайте, сколько мне даже эти больше нравятся. Их видно. Давайте, сколько мне выпадет часов вязать этот жилетик. Так, что тут? 3 часа. Так, записываем быстренько 3 часа. И тут тоже, слушайте, постоянно троечка выпадает. 3 часа. Так, следующий процесс, который я хочу взять, девчонки, это будет опять-таки перед спинка. Помните, да, я его давно не брала, не вязала. Здесь у меня несколько маркерочков, сейчас я их сразу сниму. Рукава мне осталось здесь связать, поэтому маркировочки ставить не буду. Вот. Как пройдет первое подключение, как говорится, первое время, которое будет отведено на этот свитерочек, я потом к вам подключусь и тогда уже прикреплю маркерочек на рукава. Мне осталось, девчонки, рукава. Так, посмотрим, сколько. О, 2 часа. 2 часа, нормально. 2 часа. Видите, сколько изделий беру плечевых. Так, девчонки, хочу еще начать. Помните, да, мой процесс, который я вязала в красной неделе. Вот он у меня лежит, я его не начинала. Тоже только у меня связан перед. Вот. Мне надо начинать спинку и рукава, потому что хочется, я поеду в конце июля. И хочу все эти вот вещи, которые для девочек своих вяжу, я хочу их довязать. И пока не так жарко, а тут это изделие я не могу в совместный проект взять лето цвета, потому что здесь есть кашемир. В этот, ну, какой-то, короче, шерсть здесь. Не кашемир, ну, шерсть есть. И это у меня Вита Бриллиант. И поэтому я хочу повязать сейчас. И вязать как-то параллельно летним изделиям. Так, на этот свитерочек детский. Сколько мне времени? Дастся 5 часов. Отлично. 5 часов. Это у меня получается 4-е, да, изделие. Далее в
в свой процесс, в свой проект. Короче, в недельный влог хочу внести 2 новых изделия. Так, здесь у меня, вот, смотрите, перец полностью извязан, да, вот он перец. Я вам показывала, это вывязана здесь промочка уже, то есть вот это вот перец у меня. Или спинка, они будут практически одинаково вязаться. Вот, а это у меня получается вторая деталь. Здесь вот маркерочек у меня прикреплен, вот этот первый, это в мое вступление в совместный проект «Алета цвета». И второй маркерок я прикреплю, так, вот у меня здесь под рукой есть вот такого цвета. И я его... Нет, девочки, он сломался. Давайте все-таки вот этот. Это у меня уже будет продвижение в моем недельном влоге. Вот, вот этот маркерок. И на это изделие у нас с вами опять 5 часов. Но это дофига. Ладно, пусть будет 5 часов. И шестое плечевое, потому что это все, в принципе, плечевое. Это будет у меня туника из Дивы. Я думаю, что покажу пряжу уже вам потом. И это у меня вот вяжется из Adore Dream. Тоже спинка или перед у меня связаны. Я сейчас не помню точно. Так, этот маркерок у меня прикреплен для совместного проекта «Алета цвета». Да, это у меня антипилинговый акрил. Вот, а мы с вами маркерок прикрепим, что вот на недельный влог я поставлю маркерочек вот здесь. Вот он. У нас будет такой здесь на недельный влог. Так, ну и на этом мне час. Ну и отлично. 1 час. Возможно, опять объявлю, что я на этой неделе точно уже куда-либо поеду. И, может быть, в дорогу я с собой плечевой, может быть, какой-либо, я, может быть, и возьму, а может быть, и не возьму. Вот. А если реально у меня получится уехать, то я, наверное, возьму в дорогу носочки. Если так оно будет, я вам, конечно же, покажу продвижение по носочкам. Какие будут вязаться они, я пока не знаю. На спицах у меня сейчас в данный момент носочков нет никаких. Ну и плюс у меня еще в работе идет игрушка. Игрушку я вяжу параллельно, я ее не показываю, да, в каком она состоянии у меня на данный момент, да, находится. Если я ее продвину, значит, я вам покажу что-то интересненькое. Если нет, значит, я ее вообще не покажу, но просто я озвучиваю, что оно у меня всегда вяжется. 1-2 столбика, 1-2 да, ряда столбиками я всегда вяжу. Потому что мне ее надо связать до 15 июня. Вот эту игрушку. Или до 20, ну, 20 крайний срок. Но я себе уже поставила, что до 15 должна связать. В принципе, осталось тут немного, да, времени. Так что вот такие планы у меня. Ну и по традиции сходим в огород. Всем доброе утро. Смотрите, какой у нас ливень идет. Ну, кошмар. Вот. Ну что, по традиции на огород. Смотрите, как выросли помидоры, кто помнит, какие они были. Так, классно. Скоро, надеюсь, будут и помидорки. На улице очень дождливо, но, знаете, просветы бывают такие. Перчиков пока нет с этой стороны. Но это вот такие декоративные, которые перчики. Такие перчики, которые у меня большой, да, тут уже что-то вышло, что-то растет, там цветет. Вот, мне что-то говорили, что нужно перчики как-то там прищипывать. Но я пока не знаю, что. Не нашла, пусть растет как есть. Ну, это моя руккола, лучок, сельдерей вырос. Ну, огурчики, девочки, огурчики. Смотрите, как они у меня вымахали. Прям на глазах как будто бы растут. Ну и огурчики мои будут. Я надеюсь, что они вырастут. Этот почти что-то не плодоносит. Ну, что-то там есть уже. Вот где-то. Вот тут что-то есть.
вот, ну, еще не цветет. Не знаю. А этот кустик, смотрите, как цветет уже. Раз, два, три, четыре. Наверху пока тоже маленькие, такие, как зависть. И здесь тоже цветет. Последний, который кустик, раз. Вот цветочки, два. Присыпала все свои растюшки золой. Вот. Клубничка, не знаю, нальется, не нальется, но уже столько ягодки остались. Кинза уже начала принимать свой привычный вид, да, вот листочки какие вот, как у кинзы. Вот они, видите? А вот укроп, что-то такое ощущение, как будто это какая-то трава. Пока на укроп, короче, укроп не похож. Вот, так что вот такие дела. Вот такие растюхи. Ну, огурцы меня очень радуют. Я не ожидала, что они смогут вырасти. Но будем надеяться, что на следующей неделе что-то будет побольше и интересное. Первые 3 часа пролетели. Так, показываю свои результаты. Вот был маркерок. Так, начала уже немножко вывязывать, да, V-образную горловину. Вот сколько у меня осталось пряжи. Конечно же, я это вот все довяжу. И я думаю, что по моим расчетам 3 моточка 100% хватит. Потому что больше половины же полочки связано, да, девочки, вот. Так что вывяжу все. И у меня будет полноценное изделие. Не надо будет докупать. Все, первый пошел. Плюсик поставлю. Как я говорила, да, я тут все дописала. И мне, получается, жилет надо было провязать 3 часа. Все, я успела. Сейчас, наверное, возьму свитер из Адоры, что провяжу его часик. И также подключусь, покажу вам свои продвижения за час. Девочки, быстро запись с руки. Так, час прошел. Вот. Где у меня? Вот он, маркерок. 1,5 раппорта я провязала. Вот, ну нормально. Думаю, что тоже моточек, наверное, извяжу. И на этом пока будет у меня стоп. Всем добрый вечер. Так, девчонки, буду подводить свою неделю, итоги. Потому что что-то вчера должна была подвести итоги. Даже не вчера, а позавчера. Понедельник. Но он у меня напрочь выпал вообще. Я приехала домой в 11 вечера. Не то, что там какие-то итоги подводить. Я сама еле-еле дошла, да, до кровати. Вчера тоже такой сумасшедший день был. И сегодня вот только, девочки, вот новости раз идут, значит, где-то уже около 10 вечера. И если, думаю, не сниму сейчас итоги, то надо будет уже итоги 2 недель снимать. Вот. Так что у меня на этой неделе работ мало совсем получилось повязать. Ездила, у меня получилось уехать. В конце этого видео я покажу, ну, немножко подсъемы вставлю. Кому будет интересно, посмотрите. Ездила, как я и планировала, в Ржев, потом в Нилову пустынь, там очень красивый монастырь, туда тоже ездила. То есть пятница, суббота я была в разъездах. Единственное, что я не была за рулем, но пробовала вязать, не получается. Мне сразу голова у меня сразу кружится. Я буквально, наверное, провязала за 2 дня 6 рядов. И то я взяла кукольную одежду на маленькую куколку вязать, на маленькую Мию. И думаю, там закончу платьишко. Нет, я не смогла закончить. Провязала 6 рядов, отложила и смотрела просто на дорогу. Не знаю, или как водитель я, так как у меня стаж вождения большой. Может быть, я привыкла на дорогу смотреть и как-то немножко контролировать, да, поддерживать водителя. Ну, не знаю, как девчонки, кто вяжет в дороге, да, именно в машине, я имею в виду, те вообще мои героини. В поезде, да, в поезде я могу вязать, я там полусидя, полулежа, комфортно, не укачивает, а в машине, ну, это не мое. И поэтому все, что успела, то и связала на данный момент. Продвижение по часам у меня получилось провязать только 3 процесса, 3 я не брала. Ну, замахнулась. Я их не буду вам показывать, время ваше отнимать. Вот у меня
значит, связалась полочка. Вот мое с последнего подключения. Да, вот когда я вам показывала, вот это вот мое продвижение. И у меня закончился вот моточек. Моточек закончился, я отложила это изделие. Все, начала уже вывязывать вырез горловины. Вроде получается неплохо, аккуратненько. Значит, сейчас возьму второй моток и наперед, и мне полностью 3 моточков должно хватить. Так, второе изделие, которое я брала, тоже моток закончился, и закончился энтузиазм вязать. Осталось тут чуть-чуть мне. Это вот маркерочек прикрепляла. Довязала почти весь перед. Одну полочку вывязала, и вот вторую мне нужно вот здесь вот вывязать. Тоже придется немножко отмотать пряжу, чтобы было у меня одинаково. То есть вот такие продвижения. Ну, в принципе, да, немножко осталось. Совсем. И третье изделие, которое я брала в работу, которое успела подвигать, это у меня дива моя. Это туника из дивы. Вот. Вот у нас с вами маркерок прикреплен. Ну и вот что у меня получилось. Так, это, по-моему, ну... это... да, вот это вот недельный влог у меня маркерок. А вот это у меня получается лето цвета. Я прикрепляла. Потом надо будет это все убрать и перекрепить. Осталось тоже совсем немножко. Проймочки, вот мини-проймы такие я вывязала. Сейчас мне надо будет просто вязать прямой немножко совсем. Вот, по-моему, 1 раппорт. Сейчас я вам тут покажу. Да, 2 раппорта вверх. Потом я хочу это изделие отпарить и уже посмотреть, достаточно ли мне. Ну, в принципе, здесь потом вяжутся рукава, соединяется все в круг. И 1 раппорт надо будет просто провязать в круг. По кругу именно вот этого вот узора. А потом уже переходишь на вязание круглой кокетки. Так что вот такие, девчонки, у меня небольшие продвижения, но они у меня есть. И я повязала свою игрушку. Покажу, что связала. Связала вот такие топульки, уже одела. Надела или одела, не знаю, как правильно. Вот на игрушечку. Так, что тут у меня? Вот я начала вязать вторую голову. Это уже второй будет у меня. Вторая игрушка. Так, что еще связано? Сейчас я вам покажу. Детали у меня связаны, но надо будет их потом сшивать. Так, голова. Это я вам показывала, да, свитерок. Значит, я связала ручки. Это у меня, девочки, борода. Вот, и вот такие усы. Ну, поняли, да, будет тут дедушка у меня. И надо будет связать еще тут ушки и носик. Но это я на потом осталось. Сначала крупные детали. Для дедушки осталось только носик и, извиняюсь, и ушки. Вот сейчас я начинаю вязать бабушку. Тоже вот немножко продвижения. Ну, двигаю потихоньку, игрушечка тоже двигается. Так что вот так вот. На этом я буду заканчивать, да, свой такой вот небольшое подведение недельного вязания. Как я уже говорила, вставлю сейчас видео подсъемы, где я гуляла. И кому интересно, оставайтесь, досматривайте. А кому не интересно, естественно, я с ними прощаюсь. Все равно вам огромное-огромное спасибо за поддержку, за лайки, за комментарии, вообще за то, что смотрите и остаетесь со мной на канале. Все, всем приятного просмотра, до следующих подключений. Начало дороги. Вот, приехали в музей родом из СССР. Такой домик винтажненький. Вот, класс. Сейчас посмотрим, что внутри. Не было, когда они были новые. Ну, может, конечно, шумов таких не было чище, но все равно пластинки затирали.
стирают футболку уже, там надо чистить периодически, но там надо чистить аккуратно, мы этого не делаем. Вот. Поэтому отсюда характерный треск. Не, классно вообще. Это как вот вы пользовались, наверное, кассетными магнитофонами, да, в свое время? Да. Когда если пасеки не почистишь, тоже звук такой был. Да, это был термос, только колбы там нет. к сожалению, да. Еще у нас в Оржеве был цех футлярный, литейный цех пластмасски, делали игрушки, футляры наши тоже женские. Делали Кто вот такие помнит вот эти машинки. диафильмы, у кого Машинки были? тоже обратили внимание, марка Жек, марка Волга. Абсолютно Мне доставали рабочие. всякую посудку они в свое время, потому что у меня там какая-то Юла. А вот машинки делали на РЗШМ, женский завод швейных машин. Кстати, Игрушки она, тоже мне наши кажется, женские, сейчас кстати. будет очень хорошо и шить. Они шьют машинки. Ой, абсолютно. журналы мод. Вот проверила буквально вчера. 78 год. Офигеть, да? Смотрите, какая интересная вещь. В советское время шили по таким купонам себе одежду. Можно было купить нужный размер, определенную, да? Одежду. себе Смотри, Ань, выкроить Ой, и крестьянка. шить. смотри, прикинь, Мгм. выкройку сразу ты готовую, да, покупаешь, шьешь. Классно вообще. Вот такая вот вещь интересная. В советское время была. Слушайте, Купил, крестьянку сделал. мы, работница еще ли, да, была? А, во, Мурзилка работница. там есть, костер, веселые ребята, можете также посмотреть. 89 год. Ань, ты как это, я тебя в этом, в Оксфорде смотрю, там вообще Вот. капец. Слушай, мне такое ощущение, что у меня... Для поста сфотографирую. Да, давайте, Вы там будете вам позировать? Вам реклама, нам... И себя посмотрите, лайкните. Так, всем привет. Меня. А что тут? Вот как раз контейнер. А, под это для яйца. этого, для яиц. Делали у нас тоже в Оржеве. 1 десяток, 3 десятка. Горшочки пластиковые, да, делали. Литейный цех пластмассы, крышечки. А это? Такие О, тоже а это делали. прям как будто в пионерскую комнату да, это зашла. комната пионерии. Да, проходите. да, 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 Добро да, да. пожаловать в комнату пионерии. Уголок фотолюбителей, да, и как раз вы можете увидеть работники, которые работали, да, у нас в Оржеве, на горпромкомбинате, футлярный цех. О, смотри, прописи 76-го года. Посмотри, какая Одни красота. пятерки. Пятерочки одни. А мы тетрадки выбросили все. Надо было Я Ромкина принести. немножко хранила. А вот это вот есть, да. А мамка моя не Смотри. хранила. Кто помнит, кто пил с такого автомата? Я что-то помню, но более современный был. О, сюда ложим, выбираем, моем стаканчики, тут наливаем и пьем.
второй день. Солнце, погода хорошая, ясная. Волга-матушка. Очень красивое место. Так, озеро Селигер. Погода шикарная, облачно, но печет. Вот сейчас мы туда пойдем. Вот здесь вот такие сувениры. Вот мы тут встали. А вот здесь рыбка горячего копчения. Сейчас пойдем смотреть рыбку. Вот поднимаемся наверх храма. Полдороги пройдено. Еле дышу. На службу, кстати, попали. Завтра же Троица. Вот, залезли на самый верх. Вот это самая верхняя башня. Получается, находится как на этом, ну, на острове отдельно. Вот. Вокруг вода. Вот. Вон там рыбка. Оттуда мы пришли. Вот. Сейчас. Вокруг ветер тут сдувает. Вот. А, видишь, вот тут их нет что-то. Где они живут. Вот и дождик чуть-чуть нашел у нас. Прямо у нас тут трансляция. Вот Маринкин, с кем я приехала. Вот такая красотень тут.